Карло Анчелотти прощается с мадридским Реалом. Главный тренер Реала Карло Анчелотти покинет клуб, сообщает издание «Атлетик». По данным источника, стороны согласовали все условия ухода. Они обсуждали вопросы зарплаты за оставшийся год контракта. Стороны достигли соглашения по этому вопросу. Ожидается, что они официально оформят его до конца сезона в Ла Лиге. Реал должен решить, кто будет работать с командой на клубном чемпионате мира. Среди возможных вариантов возглавляющий Байер Хаби Алонсо, а также работники клуба Сантьяго Солари, Рауль Гонсалес и Альваро Арбелоа. Нападающий Ромы близок к переходу в свой бывший клуб. Каталонская «Жирона» интересуется украинским нападающим римской Ромы Артемом Довбиком, сообщает испанское издание Todo Fiches. По информации источника, руководство клуба считает подписание качественного форварда ключевым для развития клуба, поэтому они попытаются оформить трансфер 27-летнего футболиста, если сумеют сохранить прописку в Ла Лиге. Рома готова отпустить украинца за 30 миллионов евро. На данный момент Жирона борется за выживание в Ла Лиге. Именно в этой команде Довбик в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром лиги. Отметим, что кроме Жироны, Артемом Довбиком также интересуется Реал Сосьедад. Дорогие зрители, а перед тем, как мы продолжим, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Спасибо за то, что с нами. Вингер Брентфорда заинтересовал Манчестер Юнайтед. Имя правого вингера Брентфорда Бриана Мбемо находится в списке потенциальных трансферных целей Манчестер Юнайтед, сообщает The Telegraph. Манкунианцы готовы вступить в борьбу за 25-летнего игрока сборной Камеруна во время летнего трансферного окна. Потенциальный трансфер игрока Брентфорда оценивается в 60 миллионов фунтов стерлингов. По данным источника, ожидается, что Мбемо получит предложение от клубов АПЛ по окончании сезона. Также сообщается, что к Мбемо большой интерес также проявляет Ньюкасл. Отмечается, что Манчестер Юнайтед настроен активно действовать на трансферном рынке этим летом, поскольку главный тренер команды Рубен Аморим стремится сформировать команду перед началом своего первого полноценного сезона в клубе. Скандальный Дани Алвес может продолжить карьеру в России. Бывший защитник Барселоны Дани Алвес может перейти в один из российских медиафутбольных клубов, сообщает издание «Маш». Руководители лиги заинтересованы в трансфере, чтобы привлечь внимание к медиафутболу в России. Напомним, совсем недавно Уголовная палата суда Каталонии признала Дани Алвеса невиновным по делу об изнасиловании и выпустила его на свободу из тюрьмы. Челси хочет продлить контракт с одним из своих лидеров. Летом ожидаются переговоры полузащитника Челси Мойсеса Кайседо с клубом относительно подписания нового контракта, сообщает The Telegraph. В лондонском клубе обсудят возможность подписания нового контракта с 23-летним эквадорским футболистом. В Челси считают Кайседо одним из лучших полузащитников мира. По данным источника, футболист входит в число игроков, которые могут получить увеличение зарплаты примерно на 20%, если аристократы выйдут в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. Напомним, футболист летом 2023 года подписал контракт с Челси после перехода из Брайтона, за который лондонцы заплатили рекордные 115 миллионов фунтов стерлингов. Байер нашел замену Хаби Алонсо в мадридском Реале. Байер рассматривает кандидатуру главного тренера Реала Ю-19 Альваро Арбелоа как возможную замену для Хаби Алонсо, сообщил журналист Мигель Анхель Диас. По данным источника, фармацевты рассматривают возможность подписания соглашения с 42-летним испанским специалистом, если Хаби Алонсо покинет команду в конце сезона. Ранее была информация, что Хаби Алонсо может покинуть Байер и возглавить Реал после возможного увольнения Карло Анчелотти. В то же время Арбелоа также может возглавить Реал Мадрид Кастилью, команду, которую сейчас тренирует Рауль.
Отметим, что Альваро Арбелоа возглавляет Реал Ю-19 с лета 2022 года. Это первое место работы Арбелоа в качестве главного тренера. Мюллер повторил рекорд Кросса. Бавария стала чемпионом Бундеслиги сезона 2024-2025 годов. Таким образом, нападающий мюнхенцев Томас Мюллер выиграл 34-й титул в своей карьере и сравнялся с Тони Кроссом по количеству трофеев. Теперь игроки разделяют звание самого титулованного немецкого футболиста. Напомним, Мюллер также сравнялся по количеству титулов в топ-5 лигах Европы с бывшим вингером Манчестер Юнайтед Райаном Гиггсом. У обоих легенд по 13 трофеев. Реал Мадрид готов предложить солидные деньги Ливерпулю. Реал готов предложить Ливерпулю более 500 тысяч фунтов стерлингов за досрочное расторжение контракта с защитником Трентом Александер-Арнольдом, сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в Твиттере. Это связано с желанием мадридского клуба подписать футболиста до начала клубного чемпионата мира. Для этого сливочным понадобится выплатить мерсисайдцам компенсацию. Отмечается, что Реал готов предложить Ливерпулю более 500 тысяч фунтов, но английский клуб хочет получить большую сумму. Сейчас Ливерпуль не согласился отпустить 26-летнего англичанина раньше. Напомним, что Александер Арнольд сообщил об уходе из Ливерпуля летом на правах свободного агента. Ранее Фабрицио Романо сообщил, что Трент договорился о переходе в Реал с контрактом на 5 лет. Экс-игрок Челси, Арсенала, Шахтера и Анжи установил новый рекорд в АПЛ. Футболист лондонского Фулхэма Виллиан вписал свое имя в историю английской премьер-лиги. 36-летний бразильский вингер сыграл наибольшее количество матчей в АПЛ среди всех южноамериканских футболистов, участвовавших в чемпионате Англии. Случилось это после матча с Астон Виллой в 35-м туре первенства. За время выступлений в АПЛ Виллиан отыграл 326 матчей, в которых ему удалось забить 47 мячей и отдать 47 ассистов. Ранее лидером среди южноамериканцев в АПЛ был Антонио Валенсия, который с 2006 по 2019 годы представлял Манчестер Юнайтед. Что касается Виллиана, то в Англии спортсмен, кроме Фулхэма, выступал за Челси и Арсенал. Именно с пенсионерами Виллиан выиграл Лигу Европы, 2 титула АПЛ и по одному Кубку Англии и Кубку Английской лиги. Нападающий Челси покинет клуб летом. Нападающий Челси Кристофер Нкунку покинет клуб в летнее трансферное окно, пишет Фабрицио Романо. В январе Бавария интересовалась 27-летним французом, но не смогла договориться о его переходе. В свою очередь, теперь Нкунку сам заинтересован в уходе из Челси. Напомним, Нкунку присоединился к лондонцам Лейпцига летом 2023-го за 60 миллионов евро. В этом сезоне Кристофер забил 14 голов и отдал 5 ассистов в 42 поединках на клубном уровне. ПСЖ готовит трансфер игрока из Украины. 22-летний центральный защитник Борнмута и сборной Украины Илья Забарный продолжает находиться в сфере интересов чемпиона Франции Пари Сен-Жермен. Согласно имеющейся информации, этим летом ПСЖ будет открыт к уходу 30-летнего капитана команды Маркинеса, на место которого в клубе присмотрели уже 2 потенциальных новичков. Одним является Забарный, другим – 21-летний эквадорский центр-бэк Хоэль Ордоньес из Брюгге. Ранее в СМИ сообщалось, что Забарный не готов принять предложение от ПСЖ, так как там играет российский вратарь Сафонов. Звездный лидер Барселоны поставил ультиматум руководству Барселоны. Каталонская Барселона рассматривает возможность трансфера 25-летнего нападающего Феррана Торреса. Однако, как отмечает испанское издание «Ель Нашиональ», против трансфера Торреса категорически выступил звездный вингер Ламин Ямаль. Испанский талант видит в Торресе большой потенциал. Ламину удобно играть с Торресом вместе в команде,
Поэтому Ямаль лично попросил руководство Барселоны исключить продажу этого футболиста. Отметим, что Торрес проводит лучший сезон в карьере. В 43 встречах этого сезона испанец забил 19 голов и сделал 4 ассиста. Дорогие зрители, с вас лайк и подписка на канал. Спасибо за то, что с нами.